Один раз в 2 года в Перми собираются лучшие мастера искусства снежной и ледовой скульптуры из разных уголков нашей страны и мира. Не исключением стал и 2017 год. За возможность получить почетное звание лауреата Кубка России в столицу Прикамья приехало 40 мастеров из 14 стран. У них было всего 5 дней, чтобы превратить огромные кубы снега и льда в прекрасные скульптурные композиции. Добро пожаловать на 5-й Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Общая тема, которая объединила всех мастеров этого года — космос. Каждый день в 9 утра начиналась, а в 7 вечера заканчивалась рабочая смена участников Кубка. Можно сказать, что состязание в мастерстве проходило в режиме марафона, требующего от участников не только максимума умений и физических возможностей, но и диктующего необходимость работать при любых погодных условиях. Многие команды являлись интернациональными. В них специально для конкурса объединялись участники из разных стран. Для скульпторов «Зимний вернисаж» — возможность не только отточить свое мастерство на сложном материале, но и обменяться опытом и технологиями с другими участниками. Наблюдать за кропотливым и сложнейшим процессом работы над скульптурами мог каждый житель и гость Перми, просто прогуливаясь по главному ледовому комплексу в самом центре города. На вопрос, с каким материалом работать легче, со снегом или льдом, у мастеров единый ответ. Любой материал сложен в работе. Вес небольшого ледяного элемента достигает 10 килограммов, а крупный блок может весить больше 100. За с виду простыми формами снега скрывается тонкий расчет нагрузок. Не случайно купольный свод скульптуры «Бесконечность» удерживает дерево. Как незаметно прошли первые минуты видео, так же быстро для участников пролетели 5 дней Кубка. В запасе оставались считанные часы до завершения работ, а мастера продолжали добавлять все новые и новые детали в полностью завершенные для взгляда обывателя скульптуры. Интересно, что в южных странах отсутствуют школы зимней скульптуры, в связи с чем мастера из Таиланда, Малайзии и Мексики — это еще и мастера по карвингу. Искусству художественной резки овощей и фруктов они обучаются при отелях. Там же работают с малыми ледовыми формами, которые используют как экзотическое украшение к столу.
Для многих мастеров тема космоса оказалась многогранной. Здесь можно было увидеть и Паганини, уводящего своей музыкой в невероятное пространство воображения, а некоторые отобразили в своей работе открытия в квантовой физике, рассуждая, что человек будущего сможет двигаться, перемещаться и летать в другие галактики. Скульпторы на снежной арене закончили свои произведения чуть раньше. Иногда посмотреть и сфотографировать результаты пятидневных трудов приходили их коллеги. До закрытия оставались считанные минуты, и вскоре ледовые снежные площадки превратились в художественные галереи. 40 лучших скульпторов со всего мира завершили работу. Утром, пока жюри определяло лучшие работы 5-го зимнего вернисажа, скульпторы отправились в архитектурно-этнографический музей Хохловка, первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом. Уникальный музейный ансамбль расположился на живописном берегу Камы, в 43 километрах от Перми. Сейчас здесь собраны 23 памятника деревянного зодчества конца 17-го, второй половины 20 веков. Okay, yeah, I loved it. The whole experience with the museum, with the weather as well. I think we get the feeling about a small part of a typical Russian day or living as well. So yeah, it was amazing.
Oh, I really enjoyed the experience. We had the chance to get inside the whole atmosphere with the winter, full winter, Russian winter, and the opportunity to see the whole way of living, whole style of living. So it was very good. I really enjoyed it. Основная интрига конкурса, кто станет лауреатами кубка, оставалась до самого конца. Жюри проделало сложную работу и выбрало самые эмоциональные и техничные работы. По итогам голосования жюри в номинации «Снег» лучшими стали скульпторы из Перми Рустам Исмагилов и Лев Безматерных со скульптурой «Дача далеко, зато с видом на Землю» про космонавта, улетевшего на Марс из кучи вещей, смотрящего на Землю. Главную награду в ледовой группе получили Юрий и Владимир Мистрюковы из Рязани за работу «Космический танец Шивы», в которой божество разрушает и вновь создает мир. Помимо основных наград, в каждой номинации учреждались дополнительные. Приз памяти московского скульптора Николая Полукарова присвоен китайскому снежному триллеру «Будь осторожен» и ледяному Паганини латвийско-литовского дуэта. В ледовом состязании, по мнению капитанов, лучшими стали братья Кокорины из Кургана с работой «Маленький принц». В номинации «Снежная скульптура» голоса капитанов поделились поровну. Их заслужили две работы «Сверхновая звезда» и «Будь осторожен». Не обошли стороной космическую тему Кубка «Зимний вернисаж» и компания «Протон ПМ», особыми наградами отметив работы «За горизонтом событий» и «Тайна Вселенной».
really lovely. It was a great experience. Nice to meet so many new people and meet some faces, right? Great organization, really, and great people behind the organization as well. You girls were spectacular, and boys as well. Yeah. I want to thank everyone. It was a really good experience. I would totally come back. I want to say special thank you to the translators, to Sasha, Alina, to Soya. They were really nice to us. And what else? And I really had fun. That was the important thing, and I made a lot of friends, so it was really nice. We are very happy that we decided to come here, and it was a very great experience. The snow was very good quality, and the teams also, and we are very happy. We will come back if we can. Yes. It's our first time to take part in this competition. 2 people and 5 days. We have never together combined. It's the first time, so we a little difficult, but we can keep on working and get many prizes. We are happy, excited. Yeah, I also had a very interesting and good week here in town. We were meeting very interesting and nice people, and you gave us a really good impression for how Russia is. The festival was good, a lot of camaraderie. Everybody got along, everybody helped each other. The weather was perfect. I'm a little upset that we didn't get a prize, but it is what it is. Right? Everybody did good work. Everybody here are professionals and very artistic. So the jury had a really tough decision, and they did a good job. Таким увидел Кубок России по снежной и ледовой скульптуре проект «Впечатляющая Россия». Продолжайте путешествовать вместе с нами. Приключения только начинаются.